Это третье видео из серии «Вопросов к моему мужу». В прошлых мы рассказали историю наших отношений. Не смотри на меня. И Вася отвечал, как отличаются азиатки. Чем отличаются азиатки, да. А в этом мы постараемся рассказать о наших семейных отношениях. Поехали. Поехали. Всем привет! Меня зовут Мэри Джейн, я из Филиппин. Привет, я Василий, я из России. Теперь в своих видео я буду выставлять самые популярные комментарии из предыдущего видео, что бы там ни было. Так, первый вопрос. Давай сразу трое от Мишка 2101, Айда Штерн и Ан Нефедова. Нефедова. Они задали вопросы про использование наших языков. Итак, мы их суммировали, потому что они примерно все об одном и том же. И смысл в том, на каком языке мы общаемся в семье, на каких языках говорят наши дети, мы сами, и каков примерно уровень владения всем этим делом. С самого начала мы общались на английском языке в семье. И дети у них первый язык получается английский. Вот, примерно 1,5 года назад мы приехали в Россию, и они стали активно учить русский язык. До этого они немножко их учили с моей мамой, когда она к нам приезжала в Азию на 5 месяцев. Вот. А потом здесь они через 5 месяцев заговорили в основном на русском, благодаря русскоязычной няне, которая не говорила совершенно по-английски. Плюс моя мама, плюс наши там родственники и так далее. Несмотря на то, что мы ездили пожить в Грузию и в Армению, няня была с нами, и они с ней довольно много времени проводили. И освоили русский язык. Благодаря. В принципе... Я тоже говорю по-русски. И Джейн, она у нас очень хорошо говорит по-русски. Чё ты? Я серьезно. Они тоже говорят на филиппинском языке, но пока не очень много, они просто знают несколько слов и фразы. Мы планировали через полгодика, через годик полететь на Филиппины, там, я думаю, они его освоят уже как следует. Потому что, когда мы там жили последний раз, они были еще совсем маленькими. А какой уровень владения? Я могу сказать, что Джейн, вот она в России учит дошкольников английскому, наверное, будет еще и младших школьников. А я сейчас веду интенсивы по английскому языку в качестве хобби, чтобы у нас в городе побольше было англоязычных людей. Довольно-таки успешно, в принципе. И еще, сколько языков знает муж? Много. Я знаю английский. На, серьезно, ты не верил. Русский. Немножко филиппинский. Я знаю... Да, я могу сказать «густымок пулангват». Это только одна фраза. А мне больше не нужно. Вот. Кроме этого, я еще знаю Python, JavaScript, HTML, CSS. PHP стараюсь всячески забыть, но иногда приходится там что-нибудь смотреть. Но нет. Ты такой клоун. Хорошо бродить по свету. PHP я уже совсем не люблю. PHP. 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 Ладно. Python годнота вообще, рекомендую. Любовь язык ты знаешь? Любовный, я знаю язык любви. 5 языков любви. Ты не читал. Что за свидание? Бруночка. Я и читал, я помню. Ага, ого, до чуть-чуть. свидания. Давай следующий от Сергей Смирнов. Почему вы живете в Касимове? Я работаю удаленно, поэтому для меня уровень зарплат местный никакого значения не имеет. И это, наверное, первая основная причина. Поэтому мы и живем там, где хотим. В Касимове тоже замечательная природа, очень хорошо экология, мало машин. Угу. В реальности город как бы рассчитан на 30 тысяч человек примерно, даже больше. Но на самом деле почти все население взрослое живет в Рязани, в Москве. Они там живут, работают. Поэтому в городе очень мало машин из-за этого, и экология достаточно приличная. Единственное, что недавно была серьезная проблема с мусором, которая вот с недавних времен начала более-менее решаться. И еще у нас довольно-таки грязные дороги, их практически не моют. Да и самих дорог практически нет. Но если ходишь пешком, то жить можно. Кроме того, у нас семья, с моей стороны, все живут тут, все мои родственники. Мои дети дружат с их детьми и все такое. И они очень любят ходить в садик. Ага, в садик, дополнительные занятия, плавание, у нас дети ходят на плавание. Кататься на коньках. Катаются на коньках. На коньках. На плюшках. Да. Ну, вообще здесь много для детей, в принципе, я считаю, достаточно комфортно и удобно. И дешево все. Так, следующий вопрос от Китю. Назовете ли третьего ребенка русским именем? Третьего
ребенку. Не, я просто помню мой видеоролик про русские имена. Юль, будешь чай? Нет, спасибо. Ой, привет, как вас зовут? Привет, я Юля. Я Андрей. Я тоже Андрей. Всем привет, я Юля. Вот это поворот! Может быть, Юля? Во-первых, надо определиться для начала, что такое русское имя. Если мы говорим о старославянских именах, то определенно нет. Уж очень они сложные, длинные какие-то. Вот. А если говорить о простых русских именах, то это, по идее, не русские имена, а латинские какие-нибудь, византийские и так далее. То, в общем, вопрос не очень понятен. Но если честно, вообще, по большому счету, мы никогда не определяемся с именем ребенка заранее. Мы даже пол не выясняем, Да. потому Мы что хотим сюрприз. мы вообще стараемся не уделять большого слишком внимания беременности и родам. Не то, что, допустим, не заботиться о беременности и родах, а то, что об этом не нужно слишком много думать. Вот есть родители, которые там покупают кучу вещей до родов еще, выясняют пол, делают 35 раз УЗИ, чуть ли не каждые 2 недели. Ну, в общем, несмотря на то, что по медицинской классификации беременность считается как бы болезнью, мы к этому относимся как к нормальному, здоровому физиологическому процессу. И этому не нужно мешать, как-то вмешиваться и так далее. И слишком сильно на этом заморачиваться, думать много об этом. Это нужно для того, чтобы у женщины было поменьше стресса. Чем меньше стресса, тем лучше для беременности. Согласна. Вот. Это гораздо важнее, чем УЗИ каждый месяц. Но русское имя мы не исключаем. Мы просто любим простые имена. Да. Чем проще имя, тем короче. Чем оно короче, тем лучше. Наше мнение. Айда Штерн задала сразу несколько вопросов. Но начнем с простого. Какое гражданство у детей? У детей 2 гражданства. Российское и филиппинское. По крайней мере, пока что. И велика вероятность, что мы будем делать другие гражданства, но это как-нибудь потом. Так, несколько следующих вопросов можно объединить в один, потому что ответ на него будет один, но длинный, я думаю. Так, ладно. Как провели роды и где рожали? Роды. Ага, роды. А следующий, присутствовал ли муж на родах? А как относятся к совместным родам на Филиппинах и мы с мужем? Ну, у нас, да, были домашние водные роды. Вот. Я не принимал ребенка, я помогал Джейн, держал ее, чтобы она могла расслабиться и нормально родить. То есть, да, к совместным родам мы относимся очень хорошо. Мы это все дело любим, практикуем, как говорится. А на Филиппинах к этому относятся странно, потому что там считается, что это, ну, там как только появились роды в госпитале, все стали рожать в госпиталях. Несмотря на то, что стало очень много кесаревых сечений, почему-то считается, что это безопаснее. Я в свое время очень серьезно подошел к этому вопросу, стал искать, где безопаснее рожать. То есть я изначально планировал найти какой-нибудь госпиталь хороший, там, приехать туда-сюда. Но мой мета-анализ показал, что роды в госпиталях гораздо более опасны, чем домашние. Несмотря на то, что звучит это совершенно абсурдно. Вот такой интересный вывод. Ну, я думаю, это зависит от женщины. От Если ситуации. все нормально, да, ситуация. Грубо говоря, если со здоровьем все плохо, рожать нужно только в госпитале. Если женщина здорова, то вмешательства, которые они делают в процессе родовспоможения, мешают родить нормально, и это зачастую приводит в том числе к кесаревым, в том числе к каким-то осложнениям серьезным. Но это вообще большая отдельная тема. Я думаю, что очень многие, на самом деле, после услышанного скажут, что мы просто какие-то сумасшедшие, но Да. это ваше дело, как говорится. Я лично люблю рожать, и я не могу ждать вот это время, когда я... То есть, Такие сильные если вы обращали женщины. внимание, женщины, которые рожали в госпиталях, зачастую они потом вспоминают это как кошмар. Наши роды были Для такими, меня что нет. Джейн это вспоминает как Ну, все нечто очень замечательно, хорошее. да. И я могу сказать со своей стороны, как человек, который присутствовал на родах, что это было очень крутое событие, впечатление замечательное, потрясающее совершенно. То есть для меня это, наверное, самое большое впечатление в жизни. Несмотря на то, что я довольно много повидал. И последний вопрос от Алиди. Есть ли в планах еще дети? Пока не знаю. Вот сейчас у нас 3-й, сейчас мы его в мае должны родить. Да, И и посмотрим, посмотрим. что будет после этого. Надеюсь, да, но она пока не уверена.
А есть еще вопросы от Айды Штерн. Как часто вы бываете в гостях у филиппинской родни или они у вас? И где предпочитаете отдыхать? Для нас достаточно непростой. У нас нет такого, чтобы мы регулярно посещаем ту или иную родню. И у нас нет такого понятия, как отпуска, поездки на отдых. Мы такими категориями совсем не мыслим. Когда мы ездим куда-то в другую страну, мы просто туда едем пожить. Приезжаем на несколько месяцев, там живем, допустим, как обычные местные люди. Ну, единственное, что у нас не свое там жилье, да, а мы арендуем там по Airbnb на месяц, 2-3, вот иногда там дольше. Вот. Ну, из тех мест, вот, где мы бывали, нам нравится довольно-таки сильно в Грузии, в Тбилиси, очень сильно понравилось. В Таиланде, в принципе, на Пхукете здорово, мы там долго жили. Мне лично очень нравится город Багио, но только в зимние месяцы на Филиппинах. Ну, вот, Далат очень нравится мне город, нам, в принципе, все, в Вьетнаме. Так, вообще горные города лично мне и тебе тоже, да, нравятся? Да, нормально. Вот. Если там есть нормальный интернет и вкусные еды, я Вкусные, все. да. Есть еще вопрос, какую кухню больше любите ваш муж и вы? И есть ли какие-то специфические блюда, которые вам обоим не нравятся? Обоим. Обоим, я думаю, Может, мы обоим? не... Обоим. Обоим не нравится, и думаю, мы не любим мясо, это обязательно. Но мы ем, Нет, я но ем иногда. редко. Я Ну, тоже ем иногда. Я не фанат большого мяса, но, в принципе, у меня Да. нет никаких религиозных соображений, по которым я его не ем. Просто есть прекрасные ему альтернативы, которые я считаю, почему бы не кушать. Тоже тофу, соевый там гуляш. А какую короче. кухню ты любишь? Я больше всего люблю грузинскую кухню, тайскую. Я Но люблю. именно вот я никогда не встречал тайскую кухню вкусную за пределами Таиланда. Я никогда не встречал настоящую вкусную грузинскую еду за пределами Грузии. У нас это в основном хинкалями называется. Вот грузинская кухня — это хинкали. По-моему, там есть очень много других, не то что блюд, а вкусов, скажем так, которые, не только вот хинкали. Очень много альтернатив в Грузии. Там замечательная, вкуснющая зелень, которую я нигде не встречал. Очень скучаю по ней. Аджика мы привезли из Грузии. Пошли в Грузию? Мы из Грузии привезли мешок аджики и сухой, и до сих пор ее кушаем. Еще вопрос от Сергея Закидка. Как отреагировала семья мужа, что ты филиппинка? Интересный вопрос. Моя семья отреагировала очень хорошо. А как это очень Потому хорошо? что Джейн, она очень милая, очень Да. добрая, искренняя, честная. Что еще можно про тебя Так сказать? много комплиментов я... Да? Ну, возможно, если бы у меня семья была какая-нибудь нацистская или расистская, или, может быть, ультрарелигиозная, то, Да. может быть, и были бы какие-то проблемы. Но, к счастью, у меня это обошло стороной. У нас очень адекватная семья. Ни у кого таких предрассудков, к счастью, нет. К счастью. К счастью. К счастью, да. Да. Вопросы нам про семью, наши отношения, получается, закончились. Но осталось много интересных, смешных вопросов, которые будут в следующих видео. Еще там была такая большая группа вопросов про документы, про то, как заключать брак, про то, как Визы. оформлять документы, визы, гражданство и так далее, и так далее. Все это, наверное, кому-то будет полезно, кому-то неинтересно. Но мы сделаем об этом еще отдельных 2 видео. Поэтому подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. А то он сам себя не поставит. Да. Все, спасибо за просмотр. Пока. Пока. Саламат по. Скажи саламат по. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Gusto mo pulang what? Какая гадость.